Всем привет из солнечной Варны. Всем привет. Вы посмотрите, какие мы места, какую мы погоду выбираем всегда. Да, вот нам здесь буквально вчера, позавчера друзья из Германии написали, спрашивали, как у нас здоровье, не болеем ли мы. И в этой связи мы как раз таки хотим сказать, что, конечно, мы не болеем. Конечно, нет. Мы на вот такую ерунду время не тратим. Некогда нам, некогда нам. Некогда. А вот там в Германии очень многие сейчас болеют. Вот у многих прям на дому Лазареты. лазарет. Ребята, выздоравливайте. Посылаем вам самую позитивную энергию, Да. как можно быстрее выздороветь. Болеть это не про нас. Чё На ты это прям? просто не должно быть время. Не должно быть время на это. Не должно Смотри, хватать времени. расслабились, а? Да. Кстати, вот каждый раз, когда мы заканчиваем свои ролики, я всегда говорю такую фразу: не поддавайтесь на провокации. Вот это оно то самое и есть. Вот сейчас опять начинается такая тема, да? Подгузники На морду. на Извините. морду лица, да. Да. Вот это оно и есть. Не поддавайтесь на провокацию, прекращайте этой фигней заниматься. Чем меньше вы будете поддаваться вот на такие вот увещевания, что нужно обязательно Опять что-то сразу иметь, надо, да, на нужно. лице, ни в коем случае не поддавайтесь. Теперь, что касается погоды. Ну, те, кто нас смотрит, они обращают внимание или обратили внимание на то, что обычно мы снимаем вот именно в хорошую погоду. Но на самом деле иногда мы выходим и в непогоду. Естественно. Хотя вот здесь, в данном случае, болгарам можно действительно позавидовать белой завистью. Во всяком случае, причерноморским. Да. Дальше не знаем. Солнечных дней в году здесь гораздо больше, и витамина D они хапают гораздо больше. Может, поэтому здоровее? Может, поэтому здоровее, да. Так вот, я хотел сказать о том, что у нас тоже не всегда получается выбраться на природу, как говорится, в хорошую погоду. И вот мы буквально на днях были на Золотых Песках, и там мы застали такой серьезный прибой, такая серость была. Было холодно, ветрено. Холодно, ветрено, да. А какие сегодня волны в Варне на Золотых Песках. Так, смотрим, вот эта волна идет. Вот она 3 метра набирает. Не, славенькая, следующая, наверное, должна быть. Но мы сегодня видели уже 5-метровые волны точно. Ну, 5 метров было что-то. Ну, во всяком случае, на самой такой последней стадии. Ну, что ты ржешь? Море, наверное, чувствует, что мы его снимаем. И начинает здесь из себя строить, начинает из себя. Вот это классно, вот там классно. Вау. А где мой серф-бред, Таня? Мы были на Золотых Песках на этот раз с совершенно определенной целью. Искали там некий артефакт. Об этом мы расскажем подробнее в одном Когда найдем. в одном из следующих роликов. Но вот как раз в тот раз мы прогулялись вдоль и поперек, то есть по всему пляжу Золотые Пески, туда, к его северной оконечности, да. И что для меня было довольно-таки, неожиданным, то, что я вот всегда думал, окей, мы, в принципе, наверное, познакомились со всей этой территорией вот Золотых Песков. Я имею в виду сейчас, да, туристическую вот эту вот зону. А оказывается, это совсем не так. Когда мы его прошли теперь до конца, мы поняли, что минимум половина оставалась для нас неизведанной. Ну да, мы, получается, то ли ленились, то ли нам казалось, что если половину увидел, то и все остальное увидишь. Ну как-то до этого мы еще туда не ходили. Да. Там тоже, судя по всему, очень много вот таких всяких увеселительных заведений, да, там какие-то там забегаловки, рестораны, какие-то, как это называется, вот на ярмарках. Будочки какие-то? Или что ты имеешь в виду? Нет, я вот потому что там, чтобы, например, развлекать детей, там какие-то карусели. Да, там карусель, там какие-то бассейны, комплексы именно для детишек с горками, там туда-сюда, да. Совершенно верно. И до сих пор, несмотря на зиму, на мертвый сезон там по-прежнему работает по меньшей мере один ресторан. Мы, во всяком случае, это для себя открыли. Да, и оказывается, там по субботам, практически каждую субботу, там устраиваются дискотеки. И вот на Новый год они там планируют тоже какое-то мероприятие, где можно, в принципе, прийти и забронировать себе столик и там отпраздновать. Ну, мы уже это сделали.
правда, не там, а в другом заведении. Да, еще немножко о погоде. Вот мы наблюдали там такой шикарный прибой, где волны были буквально там до 3-5 метров, накатывали на берег, доходили до вот это вот, там такая насыпь серьезная, где-то метра, наверное, 2 высотой, да? Ну да. Вот, это чтобы сохранить пляж, чтобы уберечь песок от его смывания в море. Ну, я вот думаю, эта что- насыпь, она на протяжении нескольких километров, да-да? Ну, я думаю, что это не так, чтобы сохранить песок, сколько чтобы сохранить как раз все эти увеселительные заведения, которые как можно ближе к пляжу стоят, точнее, к морю. Да, чтобы их не Чтобы их подтопило, не чтобы их там подтопило, не да, да, не снесло. снес- да, именно так. Вот. Ну, вот эта вот мощь, вот эта сила природы. Я опять же там стоял, думал, ну, японский бог, ну вот сейчас бы повезло бы, вот знаете, как раз и мы обнаружили там на берег вынесло там тело какого-то морского чудовища, какого-то там, я не знаю, плезиозавра, который пережил все Катаклизмы. катастрофы, да, катаклизмы. Или, ну, по меньшей мере, несколько амфор. Я вот в прошлый раз как-то говорил про одну амфору, полную монет античных. 2 было бы лучше. 2 было бы лучше. Я, знаешь, думаю, это и 2 монеты тоже было бы неплохо. 2 монеты было бы тоже. Как говорится, на безрыбье, да, Да. и рак рыба. Я в этом нашем предисловии упомянул некий артефакт. Мгм. За которым мы, в общем и целом, отправились на На Золотые золотые пески. пески. В непогоду. Да, по вине этого артефакта, если можно так выразиться, мы были еще и на других пляжах в последние дни. Вот здесь около Варны. Все эти пляжи, которые находятся севернее Варны. Мгм. И в частности, пляж между районами Святых Константина и Елены. Мгм. И, как он называется этот? Курортный комплекс Курортный «Чайка». комплекс «Чайка», да. Об этом мы тоже как-нибудь подробнее расскажем. А интересно, мы там наблюдали, там тоже есть такой пирс, он выходит довольно-таки далеко в море, и, ну, метрах, наверное, в 50 от него, прямо в воде, прямо в море Мгм, стоит или возвышается статуя Посейдона, бога моря. Кстати, очень странный Посейдон, у него на голове самые настоящие рога. В том-то и дело. Если бы не трезубец, мы, может быть, еще подумали, Посейдон это или нет. Но если трезубец, то все. Да. Это, кстати, очень интересно. Вот интересно, вот этот памятник, да, или эта скульптура, он сделан из металла или Ну, он мне сделан показалось, из он бронзовый. пластика? Бронзовый, да, думаешь? Кстати, мы это, естественно, когда это дело увидели, мы полезли в интернет. Там на эту тему ничего не нашли. Не нашли ни имя, ни Автора? скульптора, Мгм. соответственно. Никогда она там была поставлена. Так что, кто знает больше, с удовольствием информацию Подскажите, в комментариях. И, кстати, рядом с этим, с этой скульптурой мы наблюдали, опять-таки, дельфина. Это был наш второй дельфин на Черном море в свободном, соответственно, пространстве. Да. Кстати, у нас была мысль, когда вот сейчас в осень, в зиму была более-менее пару недель, была действительно такая не очень удачная погода, и мы думали в дельфинарий съездить. Отправиться, да. Но Или, по чё-то- меньшей мере, в аквариум. Ну, там еще направимся, который Ну, в находится аквариум, да. в Приморском парке. Да, а дельфинариум-то тоже на северном краю Приморского парка находится. Но что-то, если совсем честно, нет у меня туда желания идти, потому что, ну, у меня общее такое отношение как к зоопаркам, как к циркам и так далее, потому что я считаю, что это... Мне животных просто там очень-очень жаль. Я, наверное, не смогла бы это наблюдать. Хотя, может быть, они, возможно, здесь можно поспорить, В более выгодных возможно, они в условиях более относительно выгодных своих условиях. собратьев, да? Да-да-да, то есть их постоянно кормят, но однако у них их свобода ограничена какой бы то ни было золотой, но клеткой. Да, А для да. меня это вот все, не. Ну, во нет. всяком случае, в планах у нас это есть. Как получится, не получится, посмотрим. А вот в аквариум мы обязательно Да. сходим и там поснимаем. Это у нас в планах. Ну, у нас еще, получается, есть. до конца зимы еще время есть, так что погода будет неудачной достаточно, так что будет чем время занять. Раз уж мы отправились в погоне за артефактом в район святых Константина и Елены, мы, естественно, не могли мимо пройти монастыря. Мы, соответственно, монастырь, как раз-таки святых Константина и Елены, обязательно сходим. Приехали, и что? Ну, он оказался закрытый. То есть он там есть, да, Да, да. но он Да. оказался закрытый. Вот интересный такой момент. Как мы выяснили, может быть, нас кто-то поправит, сам район святых Константина и Елены назван в честь некой чудотворной иконы, которая обреталась в этом монастыре долгие годы, но потом бесследно пропала. Вот мы Якобы в никакой середине информации- 20 века. Да, мы никакой информации на этот счет больше не смогли обнаружить. Куда Может, пропала, как пропала, с кем пропала. Так что, опять же, здесь, кто знает больше,
пожалуйста. Будем рады, да, Будем рады если информации. поделитесь какой-то информацией на этот счет. Интересно с этим монастырем, да, мне понравилось, что, короче, мы в этот монастырь не попали, опять же, это самое, потому что там, я говорю, он был закрыт, и мы увидели там мешки какого-то, нам показалось, строительного мусора. Так что мы подождем, когда это все закончится, мы обязательно туда еще попадем. Ну да, Но какая-то реставрация наверняка Да. идет. И мне понравилось очень момент интересный. До того, как Болгарская православная церковь, по-моему, в 1870 что ли году, во всяком случае, этот монастырь перешел к Болгарской православной церкви, он был под греческой епархией, или как наверное, там так и называется, есть, да. ага. Вот. Но тогдашний, получается, кто он? Настоятель монастыря, вот, он службы все проводил на церковно-славянском языке. И только когда по большим праздникам приезжали какие-то там митрополит какой-то с Греции или какие-то вот высокие чины церковные, тогда службы проводились на греческом. А все остальное народ говорил: да идите вы лесом, у нас свой язык, мы будем на своем языке службы делать. Везде все, в принципе, одинаково, во все времена и во всех странах, наверное. И во всех религиях, я Да, во предполагаю. всех религиях. Ну вот на пляже в районе святынь Константина и Елены мы были несколько раз за последние дни, и буквально, это было позавчера, мы там снова оказались, и когда возвращались с пляжа, К парковке, да, там есть вот такой торговый комплекс. Якобы с 1908 года. 8-го года, да, но все здания такие, соответственно, современные, фасады немножко такие бутафорные. Все выглядит очень круто, очень симпатично. И там на пятачке... В торце, да, получается, да, ближе вот к пляжу. Получается, выход к пляжу с этого комплекса, там был небольшой рождественский базарчик. Он был... как это называется? Благотворительный, да, то есть все средства, вырученные с продажи того, что там предлагалось, они пойдут на какие-то там нужды кого-то где-то как. И вот там я в первый раз попробовал поджаренную на углях, да, колбасу. Суджук. Суджук. Я никак не могу запоминать вот эти названия. Но колбаса была феноменально тоже попробовала, вкусная. феноменально вкусная. Она, конечно, да. жирненькая такая, с приправочками такими, там какая-то зелень наблюдается. Вот, очень-очень вкусно. Конечно, не для каждого желудка. У того, у кого могут там от повышенной жирности быть изжога или что-то в этом роде, возможно, это не рекомендуется. Нам очень понравилось. И мы там попробовали, опять-таки, глинтвейн. Ну, к рождественскому рынку нам после 30 лет в Германии у нас просто автоматически принадлежит глинтвейн. Да, то есть без него как-то не чувствуется вот рождественского рынка, ощущение настроения рождественского. Но здесь есть свои нюансы. Например, там предлагается подогретое вино. То есть вот там был один сорт белого вина, он был еле-еле тепленький. То есть чуть-чуть подогретый. Чуть-чуть подогретый. Было горячее. Было горячее, самый настоящий глинтвейн, он был вот такой классический. Вот. И еще предлагалось красное вино, соответственно, холодное, да. Ну, мы вот попробовали вот это вот подогретое белое вино, ну, на любителя тоже, хотя ароматное, туда-сюда. И вот этот глинтвейн, он, мне кажется, больше понравился. Ну да, потому что это типичное, то, что мы ожидали. К этому суджуку он, конечно, подходил оптимально. Нам на этом рождественском базарчике очень понравилось. Мы вообще любители такого рода времяпрепровождения. Пробовали вот эти всякие изысканности на такого рода мероприятиях и в Бельгии, и в Голландии, и в Праге. И в Праге, да. Но в Германии, конечно, это классика жанра. Здесь уже на эту тему можно даже и не говорить. Ну, кстати, немцев здесь в данном случае никто пока не обскакал. Пожалуй, не переплюнет. Ну да, может быть. Ну, кстати, здесь, чтобы никто нас неправильно не понял, это не считается, что вот глинтвейн и так далее, это вот то, что нас на рождественские рынки тянет. Нет, у рождественских рынков типичных, например, немецких или вообще европейских, у них очень-очень самобытная атмосфера. И там просто вот все эти запахи, все это количество народу, все эти разные прибамбасы, елочные игрушки, сувенирчики, все на свете. Это настолько интересно, настолько, вот, я говорю, создает самобытную атмосферу, что про глинтвейн можешь лишний раз и забыть. Ну вот интересно, кстати, глинтвейн, да, то есть вот впервые с этим названием лично я познакомился, мы были со знакомыми, с друзьями, мы были, по-моему, это было в Вероне, в Италии.
И ребята были из России, и вот мы впервые от них услышали вот это вот понятие глинтвейн. Потому что в Германии этот напиток, то есть подогретое вино со специями, Горячее, называется, да. да, горячее вино со специями называется глювайн. Ну, то есть вайн это вино по-немецки, и глю, то есть горячее, разогретое. Но поскольку мы уехали относительно в молодом возрасте из Казахстана, на тот момент понятие глинтвейн там точно не существовало, конечно. как и самого глинтвейна. И поэтому для нас это было вот новое слово в тот момент. Кстати, казахи могли бы... Глинткумыс? Глинткумыс сделать. Кстати, идея. Эй, смотрите, Ребята. осторожно, мы это дело запатентируем, может быть, это очень даже вкусно. Теперь несколько слов о погоне за артефактами. Вот мы совсем недавно представили свой ролик, где мы шарашились по Варне в поисках совершенно конкретно определенной монеты. Да? Потом мы устроили у себя, как говорится, на квартире распаковку этой монеты, все это подробненько рассказали, показали. Кто еще не смотрел, посмотрите. Нам кажется, это было очень интересно. Нам, во всяком случае, было точно интересно. Да, и в этой связи мне вспоминается вот наша последняя поездка в Стамбул. Там с погодой нам тогда тоже экстремально повезло. Мы об этом тоже конкретно рассказывали. Свои эмоции мы передали в одном из последних видиков про Стамбул. Как он назывался, не помню. Стамбульская Одиссея. Стамбульская Одиссея. О, как. Так вот, там есть так называемый Большой базар. Вот этот знаменитый старинный базар. Я где-то до этого вычитал, что там можно купить и определенные монеты, вплоть до античных. Что, по большому счету, не совсем соответствует действительности, потому что законы в Турции, что касается вот именно античных или старинных моментов, довольно-таки жесткие, что само по себе очень даже неплохо. Вот. Мы с одной стороны к нему подошли, к этому базару, с другой стороны подошли. Зашли вовнутрь. Зашли вовнутрь, да. Мы увидели инвестиционные монеты, например, золотые монеты турецкие. Да. Угу. Вот. Но это все не то. То есть я хотел увидеть совершенно иные вещи, да. И мы его, этот базар, обошли и зашли со стороны мечети Баязета II в совершенно конкретный дворик. Феноменально красивое место, такой ухоженный, несколько деревьев таких столетних. И вот я тоже предварительно почитал немножко информацию на эту тему. Нашел я там торговца как раз таки вот и в том числе нумизматическим и бонистическим материалом. Тоже были свои приколы. Татьяна меня ждала, а я зашел, значит, к нему в эту каморочку и говорю: слушай, ну вот покажи свои сокровища, да, что вот у тебя есть. Ну, такой, окей. Мы, наверное, были одни из первых покупателей в то утро. Ну да, кстати, вот такой, это было утром. Да, ну, что именно вас интересует? Я говорю, ну давай, вот если мы в Турции, давай турецкие банкноты, да? Мне интересно, на каком языке он общался. Ну, на каком? Английского-то у нас. Ну, руками, ногами, господи, о чем разговор. Когда разговор идет о купле-продаже, тогда люди просто находят по глазам видят, кого что интересует, да, и кто что может предложить. Люди находят возможность как-то объясниться, как-то определиться, да. Вот, он достал парочку альбомчиков и начал показывать, значит, банкноты. Я говорю, ну, меня вот это вот интересует, сколько оно у тебя стоит? Коллекционеры, которые нас смотрят, не поверите, там ну просто заоблачные какие-то цены. То есть, вот, например, банкнота, она там тоже запинанная, затертая, ей красная цена, как говорится, в... 2 рубля в базарный день? Ну, не 2 рубля, но я думаю, так, оценочно так 50-70 евро. Он хотел за нее 1200. Я говорю, мужик, ну ты это как бы совесть имей, елки-палки. Не, ну с другой стороны, у тебя здесь тоже, как говорится, я вот в очередь не стою, да, к тебе, то есть я как бы один, да. Ну здесь понятно, знаешь, это Восток дело тонкое, то есть начинают здесь в 10-кратном размере и потом торгуются в надежде, что да, будет торговля какая-то. Да. Ну мне, в принципе, это было, мне сам факт вот посмотреть, как это происходит. А вообще вот этот дворик по периметру, там были лавчонки, магазинчики, где предлагалось очень много книг, гравюр. Ой, это вообще для нас-то, блин, милое дело. Да, хлеба не корми, если совсем честно, да. Посмотреть, поковыряться в книгах. И мы обратили внимание там на одного местного автора, на одного турка, вот имя я не вспомню. Пишется она, во всяком случае, Али Кузу. Как читается правильно, молодец, не скажу. Ну, потому что я запомнила. Это получается... почему я запомнила, кстати? Мы сначала
прошли по периметру, увидели эти книги, и потом Рольф отправился в лавочку, в лабиринт Минотавра. Да. Вот. И пока я его ждала, я как раз-таки в интернете искала, кто это такой, потому что обратили внимание на его книги. Вот именно Али Кулзу, пишется через Z. Вот. И получается, это какой-то турецкий конспиролог. Да, Потому что темы очень интересные его книг. Но я к чему все это веду? Я нашла его книги максимально на английском. То есть турецкий и английский. То есть ни немецкого, ни русского, ничего этого не нашла, к сожалению. Есть какие-то книги даже его именно на английском в формате PDF. То есть, если, как говорится, прогнать через переводчик какой-нибудь, можно и почитать. Но я думаю, такие вещи надо читать все-таки, понимая нормальный язык, а не... Нет, понятно, что к этой теме я буду еще не раз обращаться, потому что для меня вот это имя было абсолютно незнакомо. Скорее, мне больше тоже. известны там авторы, занимающиеся конспирологией, там англоязычные или немецкоговорящие, или, например, на русском языке, да. Вот, но он обработал, вот судя по книгам, вот такие томики вообще, так, феноменальное оформление, то есть Да, кстати. буквально все вот известные темы там были и масоны были, и американцы на Луне, и плоская Земля, по-моему, там было все, оккультизм и так далее и подобное. Очень интересно, но в большей степени нам понравилось именно само место. Да, атмосфера. Атмосфера. Вообще, обалдеть. Говорю, еще погода играла на руку. Все это как-то изящно, все это как-то ухоженно. Вот. Значит, знаешь, кстати, с чем мне это ассоциировалось? С чем? В Питере мы когда были, помнишь, на книжном рынке. О, да. Вот там вообще, слушайте, мы пару раз, я говорю, вот в Москву, в Питер ездили, да, мы ездили туда с пустыми чемоданами, а возвращались с битком набитыми чемоданами Да. книг. По-моему, пару раз даже приходилось за перевес платить. Да. Ну, Но эти книги все сохранены у нас. Вот библиотека приключений, то, что в свое время это было недосягаемое. Там, я не знаю, бывало такое, что в магазинах там можно было макулатуру сдавать, там то-сюда. и как раз такого типа книги покупать, Книги те можно было доставать исключительно по блату или там по какой-то подписке, Да, там да, то-сюда. И вот вдруг по прошествии, там, я не знаю, 10 лет после развала Советского Союза ты выходишь на книжный рынок в Питере и можешь любую из этих книг по абсолютно приемлемой цене, в самого разного вида или в самого разного качества там, обложки и вообще качество книги, да, да, сохранности. Да. можешь приобрести. Вот, что мы, собственно говоря, и сделали. Кстати, наш последний ролик, кто еще не смотрел, он посвящен попугаям. На деньгах. На деньгах, в мире денег, да, изображение в мире денег. Так вот, мы сейчас с Татьяной занялись тем, что вот ролики, снятые, скажем, год-полтора года назад, когда у нас еще техника была не та, Да. вот, качество, может быть, озвучки было не совсем оптимальное. Бочковое было. Да, как будто кто из бочки что-то там сообщает. Диаген. Мы их сейчас просто-напросто актуализируем, И реанимируем. реанимируем, да, дополняем информацией, да. иллюстрациями. И вот на очереди был ролик про попугайчиков. И Татьяна вот между главками, она сделала озвучку голосовую именно птиц, да, попугаев. Не просто каких птиц, а именно попугаев. И вот здесь очень такой интересный момент, о чем мы в этом ролике абсолютно не говорим. Дело в том, что в свое время, когда мы еще жили в Германии, в Манхайме, у нас там была довольно-таки, она и сейчас там, я надеюсь, существует довольно большая популяция попугаев, так называемых попугаев Александра. Кольчатых, да. И доходило до того, что они там периодически дислокацию меняли год от года, и доходило до того, что они у нас пытались видеть гнезда на деревьях вот прямо перед нашим нашими окнами или балконом, да. И мы периодически открывали окно аккуратно или выходили аккуратно тихонечко на балкон и записывали их галдеж. Слушайте, они иногда, между прочим, да, ворон гоняли, только шум стоял. И притом это такой шумный народец, Да. что вот даже такие случаи были, что, ну, как я уже сказал, вот эти вот популяции попугаев, они периодически Стаи, меняли дислокацию. Скажем, один год они находятся в одном районе города, другой год они перелетают, там зимние квартиры, бля-бля-бля-бля. Вот. И были такие случаи, например, дом престарелых, да, где-то там на окраине Манхайма.
Вот. И туда прилетает вот это вот семейство попугаев. Какой-то год, да. Особей это 20-30, и они там начинают обосновываться. Мгм. И бедным старичкам в доме престарелых не дают никакого покоя. Доходило до того, что люди писали жалобы буквально там в какие-то органы, типа, сделайте что-нибудь с Мы этим спать птицей, не мы спать можем». не можем. Ну, я, если честно, например, да, я лучше просыпалась от писка попугаев и от их говорильни, чем от крика ворон. Да, Вот. ворон было тоже очень много. Ну, Ну, я говорю, ну, попугаю, это, хоть они и, во всяком случае, наши, вот тут эти, которые у нас там были, они уступали воронам по размеру, но хотя по они сами... галдежу и по шуму нет. Хотя они сами могут быть и до 65 сантиметров, ну, правда, вместе с хвостом. Вот, но они, вот те, которые у нас были, они уступали воронам по размеру. Но они, получается, и ворон доколебывали настолько, что они снимались и проваливали, а попугаи, соответственно, занимали освобожденную территорию. И вот у нас удалось как-то записать вот эту вот какофонию, которую они воспроизводили, и вот мы ее использовали в этом ролике. Так что, кто еще не смотрел, милости просим. По-моему, получился очень даже неплохо. Мгм. Сегодня с утра я обнаружил у нас Интересный момент. пластиковую бутылку, Мгм. которую мы привезли с собой из Германии. Когда мы вот сейчас в осень ездили, Да. в сентябре. Мгм. И на этой бутылке отклеилась вот наклейка. И сейчас я ее вам продемонстрирую. Вот примерно так это выглядит. Вот она сложная. И вот обратите внимание на этот значок. Как А, вы вот этот думаете, вот этот вот. как вы думаете, что это такое? Таня, расскажи. Ну, те, кто живут в Германии или были в Германии, естественно, это знают. Это, в общем и целом, знак, как это сказать, депозита. То есть, покупая напиток, на котором в наклейке, в пластиковых бутылках, Присутствует такой значок. присутствует такой значок, ты платишь при покупке 25 центов больше. Это депозит, который ты, сдавая эту бутылку во всех магазинах, специальных автоматах, соответственно, депозит тебе возвращается. Но вот это вот этот значочек, это как раз то, что автомат узнает, и таким образом он Выплачивает тебе, соответственно, Мгм. эти 25 центов. за бутылку. Да. Так вот сейчас, с 1 января Мгм. 2024 года в Германии вводятся вот эти вот значки вот этого депозита вообще на любую тару, скажем, вот Из пластика. из пластика, да, например, бутылочки с кофе или там с какими-то там фруктовыми напитками. В обычном супермаркете вот есть такие пластиковые стаканчики, там кофе, капучино, латте, всякое. Это самое в холодильнике они обычно стоят. И раньше их ты можешь, соответственно, мог покупать, выпивать и все. А сейчас на это дело тоже наложен будет депозит, получается, с 1 января 2024 Но года. Оказывается, Мгм. производители не успевают подготовиться к вот этой новой системе. Не успевают подготовить свои продукционные линии, Мгм. чтобы на упаковку вот этот вот значочек, чтобы он был Чтобы он там присутствовал. нанесен, да. А государство не предусмотрело переходных периодов. Они сказали, так, вот с 1 января, и неважно, как вы это будете делать. Так что я так думаю, что людям, которые это дело будут покупать, как уж они это будут сдавать, вот сейчас никто пока не знает. Ну, то есть подразумевается, что многие будут по-прежнему выбрасывать пустые стаканчики, не обращая внимания на то, что они, возможно, уже снабжены вот этим знаком депозита. Да? Будьте осторожны, потому что пока это все будет, как говорится, Мгм. подготовлено, пока все это будет вот визуально Перестроено, да. показано, вот, очень много производителей сделают денежек, да, где люди от этого, в принципе, ничего не будут иметь, а как раз-таки будут терять. По незнанию. Ну, или незнанию. еще раз тебе говорю, смотри, если производитель еще не смог перестроить линию, что с 1 января тот же капучино какой-то будет стоять в полке магазина, вот, и его кто-то купит, а там не будет еще этой фишечки, а уже будет 2 января, например, да, и он не сможет ее сдать, потому что где он ее сдаст? Так Понимаешь? что будьте осторожны. Если что, не жалуйтесь, мы вас предупреждали. Ну, в общем и целом, хотя по погоде это не особо и видно, все-таки год идет к концу. И, кстати, ребята, это первый год, последние, по-моему, лет 10, где у меня нет ощущения или желания, господи, ну наконец бы он закончился.
Вот это действительно, я клянусь, первый год у меня нет такого. Так вот, итоги уходящего года мы пока подводить еще не будем. Рановато. Рановато еще. А сделаем это, наверное... За несколько дней до да. окончания старого года. Да, в прошлом году мы это делали в Балчике. Может быть, в этот раз мы также это сделаем. Таким Посмотрим. образом стартуем некую традицию. Посмотрим, насколько она продлится. Вот. Так что пока еще подводить итоги старого года мы не будем. Тем более планы на Новый год пока тоже еще не будем озвучивать. Ну, таким образом, не прощаемся. Не прощаемся, говорим до следующих встреч. Всего хорошего. Не болеть. Не болеть. Счастья, любви, здоровья, мирного неба над головой. И не поддавайтесь на провокации. И до следующих встреч. Всем пока.